Привет, друзья! Сегодня будем делать то, что вы на моем канале любите, наверное, больше всего. Ну, одно из того, что вы любите больше всего. Будем печь буляшки. Вкусные, нежные, воздушные, пышные, ароматные, все это проник. А главное, делаются они очень просто. А еще здесь огромное поле для экспериментов имеется. В общем, как всегда, следите за руками. Поехали! В теплое, ни в коем случае не горячее молоко добавляем столовую ложку сахара от общего количества. И туда же дрожжи. Хорошенько перемешиваем, накрываем полотенцем и отставляем в сторонку минут на 10, максимум 15. Дрожжи должны активироваться, должны проснуться. Тем временем просеиваем муку, добавляем оставшийся сахар, немного соли. Для того, чтобы буляшки получились еще ароматнее, можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры. Добавляем прямо туда муку и также хорошенько перемешиваем. Можно обойтись и без цедры, здесь, как понимаете, исключительно дело вкуса. Все смешав, делаем небольшое такое углубление, куда будем добавлять жидкие ингредиенты. Так, а дальше что? Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Чтобы сделать буляшки еще ароматнее, добавим немного ванили. Это может быть экстракт, ванильная паста или ваниль-стручка. А можно просто часть сахара заменить ванильным. Хорошенько все смешиваем, подвзбиваем венчиком и добавляем сухие ингредиенты. Сливочное масло нужно растопить на водяной бане, плите или в микроволновке. Лучше сделать это заранее, чтобы оно не было горячим, а также было теплым, ближе к комнатной температуре. И вот туда же вслед за яйцами. К этому моменту дрожжи уже проснутся, на поверхности молока появится такая пышная пена, запах будет характерный. Если все в порядке, вместе с молоком выливаем дрожжи туда же в чашу для смешивания. Берем лопатку и аккуратно круговыми движениями начинаем замешивать тесто, постепенно смешивая сухие ингредиенты с жидкими. Как только все соединится, тесто соберется вместе, присыпаем столешницу мукой, выкладываем туда тесто, все до последней крошки собираем из чаши и начинаем месить руками. Сначала тесто будет липким, не переживайте и воздерживайтесь от соблазна добавить сразу еще муки. Вы еще успеете это сделать, но посмотрите, с каждым движением тесто будет становиться эластичнее, будет становиться менее липким, в результате совсем перестанет липнуть к рукам. Месим тесто минут 5-6 до эластичного, гладкого состояния, оно должно так хорошо отпружинивать. Затем собираем в шар. Чашу смазываем растительным маслом хорошенько, помещаем туда шар, переворачиваем его так, чтобы тесто тоже было обвалено в масле со всех сторон, накрываем влажным полотенцем или пищевой пленкой и убираем куда-нибудь в теплое место. Я обычно включаю в духовке лампочку и ставлю чашу туда. Тесто должно хорошенько увеличиться в размере, раза в 2, а то и в 3. Обычно на этот процесс требуется час-полтора. Слегка присыпаем столешницу мукой. И аккуратно выкладываем тесто. Также аккуратно пальцами разминаем его в прямоугольник. По размеру примерно равной форме, в которой будете выпекать булки. Буляшки. Теперь также аккуратно нужно поделить тесто на количество предполагаемых булочек. В моем случае это 15, поэтому я делю на 3 части вдоль. И каждую колбасень еще на 5 частей. Форму хорошенько смазываем сливочным маслом. И для того, чтобы проще было извлечь булки, чтобы они не пристали к дну, прокладываем вот так вот бумагой для выпечки, оставляя вверх небольшие хвостики, за них и будем вытаскивать булки. И бумагу также смазываем тонким слоем сливочного масла. Дальше возможны варианты. Вы можете сделать просто такие ванильно-лимонные сдобные булочки. Для этого просто каждую часть вот так вот обминаем, собирая к центру несколько раз, хорошенько, затем переворачиваем швом вниз и скатываем в такой аккуратный колобок. Колобки отправляем в форму. Обмяли, собрали к центру, перевернули швом вниз, скатали колобок и в форму. Можно использовать разнообразные начинки, добавки. Например, изюм, какие-нибудь сухофрукты, сушеные ягоды. Изюм я обязательно предварительно ошпариваю, промываю в кипятке, хорошенько высушиваю бумажным полотенцем и для большего аромата добавляю какой-нибудь ароматный алкоголь. Ром, коньяк. Пока тесто растаивается, изюм настаивается.
настаивается. Точно так же берем маленькую заготовку и перед тем, как обминать, добавляем буквально столовую ложку изюма. И обминаем уже вместе с ним, заворачивая изюм вовнутрь. Все точно так же швом вниз, скатали колобок, отправили в форму. Можно добавить начинку в виде какого-нибудь джема или конфитюра. Я буду использовать брусничный. Берем заготовку, предварительно ее обминаем, собираем в колобок. Затем колобок расплющиваем в такую лепешку. В серединку помещаем джем-конфитюр. Сильно не злоупотребляйте, где-то чайной ложки конфитюра, джема будет достаточно. И аккуратно, но тщательно, очень тщательно все защипываем. Так, чтобы в процессе ничего вот это вот не расползлось, не растеклось, и джем в результате не оказался в форме на других булках. В общем, может быть авария, поэтому защипывайте хорошенько. Точно так же швом вниз подкатываем колобок и в форму. В результате у меня в форме 3 вида буляшек. Обычные без начинки, с изюмом и с брусничным конфитюром. Поместив все буляшки в форму, накрываем ее влажным полотенцем и оставляем минут на 25-30, а пока разогреваем духовку до 185 градусов. Когда духовка разогреется, булки в размере подрастут, добавляем к яйцу немного молока, хорошенько взбиваем эту смесь венчиком и с помощью кисточки смазываем верхушки булочек. Хорошенько, щедро, можно прям пару раз пройтись. Финальный штрих: посыпаем булочки семенами кунжута. И ставим в заранее разогретую до 185 градусов духовку на средний уровень. В режиме вверх-вниз выпекаем минут 20. Затем подключаем конвекцию, если она есть, для того, чтобы булки стали еще красивее, румянее, аппетитнее. И выпекаем еще минут 10. Булки должны подрасти, должны срастись, получиться такими аппетитными, красивыми, пышными. Достаем из духовки, даем отдохнуть в форме, затем аккуратно из формы вынимаем и даем еще немного подостыть уже вне формы, поместив на какую-нибудь решетку. Но полного остывания не дожидайтесь, булки хороши вот в таком свежем, теплом виде, они невероятно ароматные. Ну, что я вам рассказываю, вы ведь уже все представили. Вау, какая красота, они такие нежные. Такие ароматные. Просто с ума сойти. Сама нежность, реально. Они прям тают во рту. Посмотрите, какие они воздушные. Это очень вкусно. Это очень вкусно, и невозможно ограничиться одной булочкой. И очень круто, что они у меня разные. Но они все одинаково вкусные. Вот это вот с конфитюром, ну, конечно, будет зависеть от того, вкус ее будет зависеть от того, какой конфитюр используете. Вместо изюма, само собой, можно использовать что-то другое, как я сказал, это может быть курага, чернослив, можно использовать сушеную вишню, клюкву. Слушайте, они невероятно нежные. Мне прям песни петь хочется от того, как вкусно. Запах просто обалденный, вот эти тонкие-тонкие нотки ванили, цитрусовых, лимона. Стоит сказать, что булки у меня такие не сильно сладкие, если добавить еще меньше сахара, то вообще можно к супу подавать. Ну, а так, если хотите более десертный вариант, можете добавить чуть больше. А вообще, я люблю на них что-нибудь еще намазать. Можно сливочный сыр, можно какой-нибудь шоколадный крем, заварной крем. И вообще, песня. Прям вот так щедренько. Шоколадного крема. Мне кажется, я сейчас превращусь в одну такую большую счастливую буляшку. Пока я тут с вами дегустирую, в меня уже третья проваливается. И мне кажется, я на ней не остановлюсь. Надо срочно идти делать кофе. А то они там уже застревать начинают. Список всех ингредиентов, как всегда, можно найти в описании под видео. Обязательно пишите там под видео свои комментарии с впечатлениями, дополнениями. Просто пишите, я всегда там в комментариях с удовольствием с вами общаюсь. Ставьте лайки, не забывайте, они помогают быстрее и чаще появляться видеорецептом на канале. И обязательно постите то, что готовите по моим рецептам в Инстаграме, отмечайте меня, с удовольствием смотрю, что у вас получается. И время от времени здесь тоже это показываю. Всем желаю отличного, уже предпраздничного настроения. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока.
такой прекрасный у нас бостонский домик. А внутри лобстер. Половина впечатлений сплошь. Вот в этом, который чуть подешевле, прям много моллюсочности. Подорожник трава, на душе тревога. С майонезом, с майонезной заправкой. Как же это вкусно!